Глава 21. Если ничто другое не действует, попробуйте это. Начальник литейного цеха на одном из заводов Чарльза Шваба никак не мог добиться от своих рабочих выполнения норм выработки. «Как получается, — спросил его Шваб, — что такой дельный человек, как вы, не может заставить своих подчиненных нормально работать?» «Не знаю, — ответил тот. Я увещеваю рабочих и погоняю их. Я ругаюсь и грожу им вечным проклятием и увольнением, но все безрезультатно. Они просто не хотят работать как следует». Разговор проходил в конце дня, перед тем, как должна была приступить к работе ночная смена. Шваб попросил кусок мела и обратился к ближайшему рабочему. Поинтересовался, сколько плавок дала сегодня дневная смена. «6», — последовал ответ. Ни слова не говоря, Шваб нарисовал мелом на полу большую шестерку и вышел. Пришедшие вскоре рабочие ночной смены, увидев нарисованную цифру, спросили, что она означает. «Здесь сегодня был главный босс», — объяснили им, и, поинтересовавшись, сколько мы дали плавок, записал это число мелом на полу. На следующее утро Шваб снова зашел в этот цех. Ночная смена сменила цифру 6 большущей семеркой. Рабочих дневной смены раззадорила эта жирная семерка. Ах так, значит, ночная смена считает себя лучше дневной? Ну хорошо же, они им покажут. Как следствие их энтузиазма, вечером на полу осталась горделивая десятка. Дела пошли на лад. Вскоре этот ранее отстающий участок работал лучше всех других цехов завода. Мораль? Предоставим слово Чарльзу Швабу. Чтобы добиться хорошей работы, говорит он, нужно пробудить дух соревнования. Я имею в виду не низменное корыстное соперничество, а стремление достичь превосходства. Жажда превосходства, вызов, перчатка брошена, безошибочный путь воздействия на людей, сильных духом. В конечном итоге именно вызов, брошенный Теодору Рузвельту, привел его в кресло президента Соединенных Штатов. Вскоре после возвращения с Кубы командир «Лихих всадников» выставил свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. Однако оппозиция обнаружила, что юридически он больше не может представлять этот штат. Назревал скандал, и Рузвельт, испугавшись, был уже готов снять свою кандидатуру. Но вдруг Томас Кольер Платт, в то время сенатор от Нью-Йорка, резко обернулся к Рузвельту и вскричал звонким голосом: «Герой высоты Сан-Хуан трус?» Это был вызов. Рузвельт продолжил борьбу. Остальное принадлежит истории. Брошенный вызов не только изменил его жизнь, но и оказал существенное влияние на будущее всей нации. Всем людям свойственно чувство страха. Храбрые прячут свой страх и идут вперед, иногда к смерти, но всегда к победе. Это девиз королевских стражников в Древней Греции. Что может быть более сильным вызовом для человека, чем возможность преодолеть собственный страх? Эллу Смиту в его бытность губернатором штата Нью-Йорк пришлось воспользоваться этим качеством человеческой натуры. В то время в тюрьме Синг-Синг, пользовавшейся самой дурной славой к западу от Дэвилс-Айленда, не было начальника. Через тюремные стены просачивались скандальные слухи о жутких безобразиях. Для управления Синг-Сингом нужен был сильный, даже железный человек. Но кто? Смит вызвал к себе Льюиса Лоуиса из Нью-Хэмптона. «Как вы относитесь к тому, чтобы взять на себя управление Синг-Сингом?» Бодрым голосом спросил он представшего перед ним Лоуиса. «Там требуется человек с опытом». Лоуис был смущен. Он понимал опасность Синг-Синга. Это назначение носило политический характер и зависело от капризов политической конъюнктуры. Начальники приходили и уходили, смываемые очередной политической волной. А Лоуис должен был думать о карьере. Имело ли смысл рисковать? Заметив его колебания, губернатор с улыбкой откинулся на спинку стула. «Молодой человек, ваш страх вполне простителен. Это жестокое место. Здесь требуется личность незаурядная, обладающая достаточными способностями, чтобы взяться за дело, и мужеством, чтобы выстоять». Смит бросил вызов, не так ли? Лоуису пришлась по вкусу идея взяться за дело, которое под силу лишь незаурядной личности. И он принял это назначение. И выстоял.
и стал самым знаменитым из всех существующих когда-либо начальников тюрьмы. Его книга «20 тысяч лет в Синг-Синге» неизменно пользовалась повышенным читательским спросом. Он выступал по радио. На основе рассказанных им эпизодов из тюремной жизни написаны сценарии десятков кинофильмов, а его идеи по гуманизации преступников вылились в конце концов в тюремную реформу. «Я никогда не считал», — заявлял Харви Файерстоун, основатель знаменитой Firestone Tire and Rubber Company, что с помощью одних только заработков можно привлечь и удержать квалифицированные кадры. «Я полагаю, что главное – это наличие игры». Ему вторит Фредерик Хесберг, один из крупнейших психологов, специалист по поведению человека. Он глубоко изучал отношение к работе тысяч людей, среди которых были и простые рабочие, и крупные администраторы. Как вы думаете, что эти исследования определили как самый сильный мотивирующий фактор? Какой аспект труда, как явление, оказался наиболее стимулирующим? Деньги? Хорошие условия работы? Пенсии и страховки? Нет, совершенно не это. Самым главным фактором, мотивировавшим людей, был труд сам по себе. Если работа увлекательна и интересна, то человек стремится ею заниматься, делая это как можно лучше. Игра. Вот что любит каждая преуспевающая личность. Возможность самовыражения, возможность превзойти, выделиться, победить. Именно поэтому столь популярно состязание в ходьбе, крике и поглощении пирожков. Жажда превосходства, желание почувствовать свою значительность. Бросайте вызов, старайтесь задеть за живое. Резюме. Как склонить людей к вашей точке зрения? Первое. Единственный способ получить преимущество в споре – это уклониться от него. Второе. Проявляйте уважение к мнению другого человека. Никогда не говорите, что он не прав. Третье. Если вы не правы, признайте это быстро и решительно. Четвертое. Начинайте с дружеского тона. Пятое. С самого начала поставьте вашего собеседника перед необходимостью отвечать вам «да». Шестое. Предоставляйте другому человеку возможность выговориться. Седьмое. Позвольте другому человеку считать, что данная идея принадлежит ему. Восьмое. Искренне пытайтесь рассматривать любую ситуацию с точки зрения другого человека. Девятое. Проявляйте сочувствие к мыслям и желаниям других. Десятое. Апеллируйте к более возвышенным мотивам. 11. Придавайте своим идеям наглядность, подавайте их эффектно. 12. Бросайте вызов, старайтесь задеть за живое. Здесь все имеют для меня значение, и ради них я готов на все. Я забочусь о своих людях. Они это знают. И ты должна бы уже знать. Часть 4. Быть руководителем. Как изменять людей, не нанося им обиды и не вызывая негодования? Глава 22. С чего следует начинать, если вы должны указать на ошибку? Как-то во времена президентства Кельвина Кулиджа один из моих друзей был приглашен на уикенд в Белый дом. Случайно зайдя в кабинет президента, он услышал слова Кулиджа, обращенные к одной из молоденьких секретарш. «В этом прелестном платьице вы сегодня необыкновенно привлекательны». Для молчаливого Кэлла это был, вероятно, самый экспансивный комплимент, сделанный когда-либо секретарше. Столь необычное и неожиданное обращение заставило девушку вспыхнуть от смущения, а Кулидж продолжил. «Не волнуйтесь, я просто хотел сделать вам приятное. А еще я хотел бы, чтобы впредь вы были более внимательны с пунктуацией». Примененный метод был, пожалуй, несколько примитивен, но психологически превосходен. Самые неприятные замечания легче воспринимаются, если перед этим отмечены наши достоинства. Парикмахер перед бритьем всегда намыливает клиента. И именно так поступил МакКинли еще в 1896 году, во время своей избирательной кампании на пост президента. Один из видных деятелей республиканской партии тех лет написал текст очередного предвыборного выступления и с огромным воодушевлением прочел свой бессмертный шедевр перед МакКинли.
По мнению самого автора, Цицерон, Патрик Генри и Дэниел Уэбстер вместе взятые не смогли бы написать лучше. Однако на самом деле, несмотря на отдельные удачные пассажи, оригинальный текст был слишком уязвим для критических стрел оппозиции. МакКинли не хотелось задеть чувства автора и погасить его пылкий энтузиазм. И тем не менее он должен был сказать «нет». Посмотрите, как искусно он это сделал. «Друг мой, это блестящая, просто великолепная речь», — заявил МакКинли. «Никто не смог бы написать лучше. Во многих случаях именно так и следовало бы говорить. Но вполне ли это уместно в данной конкретной ситуации? Какой бы разумной эта речь ни выглядела с нашей точки зрения, я обязан рассматривать производимый ею эффект с позиции интересов партии. Пожалуйста, отправляйтесь сейчас домой, перепишите ее в соответствии с моими указаниями и пришлите мне экземпляр». МакКинли отредактировал представленный текст, а также помог автору подготовить второе выступление. В результате такого сотрудничества этот республиканец стал одним из самых влиятельных ораторов избирательной кампании. Вот второе из наиболее знаменитых писем Авраама Линкольна. Самое знаменитое – это письмо соболезнования госпоже Бигсби в связи с гибелью в бою 5 ее сыновей. Его написание, вероятно, заняло у президента всего лишь несколько минут времени. Но уже в 1926 году оно было продано на открытом аукционе за $12 тысяч, что значительно превосходит накопление Линкольна за полстолетия тяжелой работы. Письмо датировано 26 апреля 1863 года. Это был самый мрачный период гражданской войны. Уже в течение 18 месяцев длилась бестолковая, бессмысленная человеческая бойня. Генералы Линкольна вели армию северян от одного трагического поражения к другому. Нация была в ужасе. Тысячи солдат дезертировали из армии, и даже сенаторы от республиканской партии возмущались и требовали выдворения Линкольна из Белого дома. «Мы сейчас на краю гибели», — говорил в те времена Линкольн. «Кажется, что даже всемогущий Господь против нас, а луч надежды едва виден». Вот на этом-то фоне черного уныния и хаоса и было написано данное письмо. Оно приведено здесь потому, что показывает, как Линкольн пытался повлиять на одного строптивого генерала в самый критический момент, когда судьба всей нации могла бы зависеть от действий именно этого военачальника. Это, вероятно, самое резкое письмо, написанное Линкольном президентом. Но обратите внимание, как он хвалит генерала Хукера, прежде чем начать разговор о его серьезных ошибках. На самом деле это были весьма и весьма серьезные ошибки, но Линкольн воздерживается от резких характеристик, его слова предельно сдержаны и дипломатичны. «Есть факты, из-за которых я не вполне вами доволен». Но чем не пример такта и дипломатии? Вот это письмо, адресованное генерал-майору Хукеру. «Я поставил вас во главе Потомакской армии, и для этого, как мне представляется, были достаточные основания. Тем не менее, считаю нужным довести до вашего сведения, что есть факты, из-за которых я не вполне вами доволен. Я вижу в вас храброго и искусного воина, что мне безусловно нравится. Я также верю, что вы не смешиваете политику со своей профессиональной деятельностью, и в этом вы правы. Вы уверены в себе. Качество весьма ценное, если не сказать обязательное для полководца и политика. Вы честолюбивы, что в разумных пределах скорее благо, чем зло. Однако, думаю, в отношении командующего армией генерала Бернсайда вы перешли эти границы и позволили своим амбициям взять верх. Вы третировали его и мешали ему, тем самым нанося незаслуженную обиду одному из самых достойных ваших товарищей по оружию и причиняя великое зло своей стране. Мне передавали, и источник в данном случае заслуживает абсолютного доверия, ваши слова о том, что и армии, и правительству нужен диктатор. Безусловно, не вследствие, а вопреки этому я поручил вам командование. Лишь победители имеют шанс стать диктаторами. От вас сейчас требуется военный успех, и ради этого я пойду на риск диктатуры. Правительство будет поддерживать армию в пределах своих возможностей. Вы вправе ждать от него не больше и не меньше того, что оно делало и будет делать для всех командующих. Я очень опасаюсь того, что настроение критического отношения и недоверия к командующему, установлению которого в армии вы так активно способствовали, обернется теперь против вас. Я помогу вам по мере моих возможностей преодолеть его. Армия, проникнутая таким духом, не боеспособна.
И даже Наполеон, будь он жив, был бы не в состоянии добиться сколь-нибудь значительных успехов в такой атмосфере. В вашем нынешнем положении следует остерегаться опрометчивых действий. Избегайте их, но энергично и с неутомимой настойчивостью идите вперед и дайте нам победу. Вы не Кулидж, не МакКинли и не Линкольн. И вам хотелось бы знать, сколь велика результативность этой философии при повседневных деловых контактах. Давайте посмотрим. Перед вами история, рассказанная Гоу из филадельфийской фирмы Work Company. Эта фирма обязалась по контракту построить и оборудовать к определенному сроку большое административное здание в Филадельфии. Все шло по плану, и строительство близилось к завершению. И вдруг субподрядчик, взявшийся изготовить орнаментальные бронзовые украшения для фасада, заявил о невозможности их своевременной поставки. Как? Срываются сроки, огромные штрафы, разорительные потери. И все из-за одного человека. Телефонные переговоры, разговоры на повышенных тонах, споры – все это было напрасным. Тогда в Нью-Йорк для схватки с бронзовым львом в его собственном логове был послан мистер Гоу. «Вам известно, что в Бруклине вы единственный человек с такой фамилией?» – спросил мистер Гоу президента фирмы субподрядчика после взаимных представлений. Президент был искренне удивлен. «Нет, я не знал этого». «В самом деле?» – подтвердил мистер Гоу. «Пытаясь узнать ваш адрес, я обнаружил, что в бруклинском телефонном справочнике только один человек с такой фамилией». «Я никогда не слышал об этом». Президент с интересом перелистал телефонный справочник и с гордостью заметил. «Действительно, эта фамилия необычна. Моя семья вышла из Голландии и обосновалась в Нью-Йорке почти 200 лет назад». И он несколько минут рассказывал о своей семье и о своих предках. Когда президент закончил, Гоу выразил ему свое восхищение размерами завода и царящими на нем чистотой и порядком, выгодно отличающими его от аналогичных предприятий. «Это один из самых опрятных заводов бронзовых изделий, на которых мне приходилось бывать». «Я потратил почти всю жизнь на создание этого дела», — сказал президент, — «и горжусь им. Не возражаете против небольшой экскурсии?» Во время осмотра завода мистер Гоу похвалил организацию производства и высказал свои соображения о том, в чем он видит преимущество ее перед аналогичными системами некоторых конкурентов субподрядчика. А когда Гоу обратил внимание на несколько необычных станков, президент пояснил, что сам их изобрел, и потратил значительное время, объясняя посетителю, как они действуют и какую работу выполняют. Затем Гоу был приглашен на обед. При всем том, заметьте, не прозвучало ни слова о подлинной цели визита. После обеда субподрядчик предложил перейти к делу. «Разумеется, я знаю, зачем вы приехали. Я только не ожидал, что наша встреча окажется такой приятной. Можете спокойно возвращаться в Филадельфию с моим обещанием, что ваш заказ будет изготовлен и отгружен, даже если мне придется задержать выполнение других обязательств». Гоу получил все, что ему было нужно, даже не заикнувшись о своей просьбе. Субподрядчик сдержал слово. Украшения прибыли вовремя, и это позволило фирме уложиться в сроки контракта. Удалось бы разрешить эту ситуацию методом молота и динамита, к которому обычно прибегают в подобных случаях. Дороти Врублевски, занимавшая ответственный пост в финансовом управлении штата Нью-Джерси, рассказала однажды на нашем занятии, как смогла помочь одному из своих работников трудиться более эффективно. Мы только что приняли на работу ученицей кассира молодую девушку. Она замечательно общалась с покупателями, была аккуратна и любезна. Проблема возникла в конце дня, когда пришло время подводить баланс. Главный кассир пришла ко мне и категорически потребовала, чтобы я уволила эту девушку. Она считает слишком медленно и задерживает всех. Я объясняла ей уже 10 раз, но она все равно ничего не понимает. Она должна уйти. На следующий день я понаблюдала за новенькой. Она работала быстро и точно, аккуратно исполняя все дневные обязанности. Видно было, что ей нравится работать с покупателями. Не составило труда выяснить, что же мешало ей быстро подводить баланс.
После закрытия офиса я вышла к ней поговорить. Девушка была расстроена, явно нервничала. Я похвалила ее за дружелюбие и открытость в общении с покупателями, отметила точность и скорость ее работы. Потом предложила вместе разобраться с процедурой, которую мы используем для подведения баланса по наличности. Как только девушка почувствовала мою уверенность в ней, она стала легко следовать за моей мыслью и быстро разбираться во всем, что я говорила. С тех пор у нас с ней не было никаких проблем. Начиная с похвалы, с оценки достоинств, вы делаете то же, что делает зубной врач, начиная свою работу с новокаина. Зуб сверлить все равно придется, однако новокаин снимет боль. Понимающий руководитель возьмет на заметку. Начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств собеседника.